Всем привет! Это «Наука побеждать», и сегодня мы со слайдом расскажем об игре на карте Химмельсдорф. Химмельсдорф, или просто Химки. Карта очень ситуативная. Здесь нужно быстро думать и не менее быстро действовать. Нередко приходится менять тактику прямо по ходу боя. Давайте основные тактики и разберем. Сегодня поговорим об игре с нижней базы и по традиции рассмотрим конкретные примеры. Но перед этим нужно правильно расставить свою технику. Стандартный разъезд нашей команды выглядит следующим образом. Один брелок светит банан на 7-й линии, другого отправляем на ЖД. Его задача подсвечивать вторую линию. Хорошее место есть в G1. Еще одна позиция — куст в H1. Имейте в виду, ехать туда по короткому пути нельзя. Вас могут уничтожить, поэтому светляк движется через К1. Вот так. Теперь о тяже. Одну тройку ставим в бойницу на G6, другую на G4. Рядом с ней на G3 становится сотка. Она стоит за углом и не вылезает. Можно получить совсем необязательный урон. В случае вражеского раша по третьей линии его подсветит танк из G6. Вторая сотка едет в J3. Ее задача на этом этапе — прятаться за домом и не попадать в засвет. 90-ка отправляем на гору. С разъездом разобрались. Как видите, он довольно осторожный. Дело в том, что наш состав не совсем подходит для городской карты. В играх против тяжелых сетапов победить будет особенно сложно. С такого примера и начнем. Против нас 5 тяжей. У соперников больше очков прочности, лучше броня, мощнее орудия. В городских кварталах это серьезное преимущество. Обычно в такой ситуации вражеская команда рашит. Мы это знаем и стараемся использовать свой козырь — мобильность. А точнее 90-ка. Он приезжает на гору раньше любого противника и становится у насыпи. Другие наши танки также заняли свои места. Все возможные подступы к базе подсвечиваются, и атака соперников не станет для нас сюрпризом. Ждем. Есть информация от светляка на ЖД. Вражеская команда рашит по второй линии. Готовимся встречать соперников в G3. У 90-ка есть соблазн пострелять с горы, но делать этого нельзя. На счету каждая секунда. Нужно срочно ехать вниз, что мы и делаем. У тяжей вовсю идет бодрая танковая рубилова, но тут мы начинаем захват вражеской базы. Соперники оказываются в сложной ситуации. В итоге победа за нами. На первый взгляд мы выиграли достаточно легко, но есть несколько очень важных деталей. Обратите на них внимание. Во-первых, это Т1 на ЖД. Он разрушает вагоны и именно благодаря этому подсвечивает вражеские танки гораздо раньше. Не забывайте делать так же. Другая важная вещь — тройка из G6. Она изначально сведена в D2, и при первом же свете противника безнаказанно наносит ему урон. Хороший прострел. Не менее важна и игра сотки в J3. Она не светилась раньше времени, мы заманили соперников в G3, а потом устроили перекрестный огонь. Нельзя не сказать и о 90-ке. Если вражеского Т1 нет на горе, то, как правило, он стоит в Е7 или С8. Наш брелок не проедет банан без помощи француза, поэтому 90-к спускается с горы и первым делом уничтожает вражеского светляка. Благодаря этому на захват становится 2 танка, и шансы на победу заметно возрастают. И, наконец, последняя деталь, без которой мы могли бы и проиграть. Когда начался захват базы, соперник отправил назад один из своих тяжей. В такой ситуации самое главное — уничтожить именно его, пусть и ценой своего танка. Мы сделали все по науке и закономерно победили, но не всегда в подобных ситуациях противники едут к своей базе через площадь. Ведь можно вернуться по третьей линии. В этом случае наши тяжи бессильны, и на помощь приходит простая математика. Если видим, что захватить базу не успеваем, ждем до последнего и убегаем. Благо скорость позволяет, причем убегает 90-к не абы куда, а к своим. Уничтожаем врагов, пока не в меньшинстве, и добиваем оставшихся. Следующий пример. Наш разъезд стандартный. 90-к едет на гору и подсвечивает сразу несколько вражеских восьмерок. Оставаться наверху крайне опасно. Не менее опасно оставаться и в G-линии. Она отлично простреливается с горы. Едем всеми танками к базе противника. На пути встречаем вражеского светляка. Для соперника наша атака уже не сюрприз. Поэтому все нужно делать быстро и четко. Одна тройка становится в бойницу, другая в проезд на Б5. Сотку ставим тут же на углу дома, за ней прячем брелки.
Обратите внимание, как сделать это правильно. Чтобы к нашим танкам не приехали сбоку, вторую сотку оставляем за насыпью в D5. Мы прикрыли себя со всех сторон, стреляем по фокусу и закономерно побеждаем. Идем дальше. Очередной бой. Разъезжаемся по стандарту, но кроме вражеского Т1 никого не видим. Это означает, что соперники окопались у своей базы. Мы еще не засветили их, но уже имеем представление о расстановке вражеской техники. Приблизительно она выглядит вот так. Вскрыть такую оборону крайне сложно. К тому же дело усугубляется наличием у врага двух борщей. Пробуем перевернуть ситуацию и заставить противника атаковать. Для этого собираем все танки, оставляем одну сотку в D5, а остальными едем по пятой линии на захват. При такой тактике очень важно не засветиться раньше времени и максимально быстро проехать B5. Обратите внимание на Т1. Они пересекают опасный проезд, прячась за соткой. Мы въехали в круг, спрятали брелки, и теперь соперник вынужден не прятаться за углом, а идти в атаку. А нам только это и надо. Тройки танкуют, одна сотка снова выполняет роль укрытия для Т1, а другая не дает зайти к нам с фланга. И тут есть один нюанс. Если кто-то из противников пытается проехать к нам по D-линии, то эта сотка без проблем уничтожит его. Но если все вражеские восьмерки светятся в районе B4, то наш француз должен заходить к ним с тыла и вливать полный барабан урона. Так и делаем. Выиграть уже не проблема. А как же играть против сетапов, похожих на наш? Что тут скажешь? В таких сражениях обычно выигрывает тот, кто меньше ошибается. Поэтому нужно играть максимально осторожно и ждать ошибки противника. Как раз такой пример и рассмотрим. Наш разъезд все тот же. Все, кроме 90-ка, остаются внизу. Есть первые засветы, и мы видим, что противники разъехались практически так же, как и мы. Все идет к ничье. 90-ки играют осторожно и не размениваются выстрелами. Сотки тоже не вылезают. Тройки танкуют башнями из бойниц. И тут в один из наших тяжей прилетают снаряды с горы. По урону понятно, что стреляет 90-к, а это значит, что у него уже не полный барабан, и он не сможет уничтожить нашего. Смело отправляем своего француза в атаку. Без проблем забираем вражеские ЛТ, и у нас уже на одну восьмерку больше. 90-к перезаряжается и теперь уже стреляет по тяжам в D-линии. С таким преимуществом можно идти в атаку. Пускаем два танка по банану, а светляком заходим с тыла. Быстро забираем тяжи в D6 и пускаем в атаку оставшиеся восьмерки. Легкая победа, и все из-за оплошности вражеского 90-ка. Не повторяйте подобных ошибок. Напоследок рассмотрим еще одну тактику. Не любите стоять, нравится бодрая танковая рубилова, попробуйте сыграть так. Брелок едет на ЖД, одну сотку ставим в G3, а остальные танки отправляем в атаку. Ставка на неожиданность. Быстро проезжаем площадь и забираем тяж в D4. Соперники пытаются идти в контратаку, но попадают под перекрестный огонь. Прошло всего пару минут, а исход боя уже решен. Что тут сказать, такие игры улучшают настроение. А у нас на сегодня все. Конечно, мы не рассмотрели все возможные ситуации, в бою всякое бывает, но уверены, после этого выпуска вы станете выигрывать на Химмельсдорфе чаще. Оставляйте свои вопросы в комментариях к видео, подписывайтесь на наш YouTube канал и канал Слайда. Всем пока!